Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Сегодня делаем расклад на тему, что вам необходимо знать о нем прямо сейчас. Хочу сделать этот расклад сегодня на колоде Таро русских легенд. И, пожалуйста, сосредоточьтесь на вашем мужчине, визуализируйте его. И благодарю вас, мои дорогие, за ваши донаты. Низкий поклон каждому, кто присылает мне донаты, за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши подписки, за любой способ поддержки моего творчества, моей работы. Очень всех нежно люблю. Итак, что вам необходимо знать об этом мужчине прямо сейчас? Какую важную информацию сегодня Таро до нас донесут? Давайте-ка посмотрим. Для многих из вас с этим мужчиной могло состояться расставание. Или же, возможно, вы об этом думаете. Думаете о том, что это может произойти в любой момент. Кого-то из вас может разделять большое расстояние. По аркану мира очень часто бывает именно так. Но здесь идет в любом случае завершение. Завершение некого цикла, завершение, возможно, предыдущего сценария отношений с этим человеком. Вы что-то с ним сейчас завершаете. Или же двигаетесь сейчас к завершению. Возможно, вы даже не предполагаете этого, но это происходит именно сейчас. Что за мужчина? Что за человек? Как нам его сейчас покажут? Это дьявол, девочки. Это тот человек, от которого из отношений очень сложно уйти, по той причине, что у вас возникла к нему невероятной силы привязка. Здесь привязка идет как по нижним чакрам, то есть сексуального характера, так и эмоциональная, так и энергетическая. И вообще этот человек, он сам по натуре дьявол. Возможно, даже для кого-то из ваших мужчин цифра 1, 5, 6 и 15 имеет большое значение. Вообще имеет значение в его нумерологических характеристиках и, соответственно, влиянии на его жизнь. Не для всех, конечно, но для части, да. И это человек, обладающий очень яркой харизмой. И даже если он маленький, толстенький, лысенький, старенький, неважно. Некая такая есть у него энергетика. Это даже сложно передать словами. Что-то в нем цепляет. Харизма, да, действительно харизма. Яркая, интересная. Он вам может показаться вначале очень-очень, конечно же, обаятельным. Это может быть человек, который прям сразу обаянием срубает наповал. А может быть, с первого взгляда покажется, что ничего особенного в нем нет, однако, пообщавшись с ним, вы начинаете прикипать все больше и больше, потому что личность интересная. Что-то в нем есть притягательное, не только для вас, кстати, но и для других людей. Такой человек умеет войти в доверие, такой человек умеет правильную тактику поведения вести для того, чтобы женщина влюбилась, для того, чтобы прикипела к нему, для того, чтобы привязалась. Многие из этих мужчин владеют различными тактиками воздействия психологического общения такого характера, чтобы опять-таки вызвать привязанность у человека к себе, обаять, очаровать. Могут знать эти тактики, ну, допустим, владеть той же техникой НЛП. Или же от рождения ему даны такие способности привлекать и околдовывать просто своей харизмой другого человека. Дьявол. Часто такие люди могут идти на сделку со своей совестью. То есть, если их интересы действительно по-настоящему того требуют, они могут реально выбрать, ну, давайте так скажем, не совсем верный путь с точки зрения общественной морали. Могут. Не факт, что он это сделает, но могут. Людям по аркану дьявол нужно стараться все-таки, если они хотят оставаться на светлой стороне, нужно стараться взвешивать каждое свое решение, принимать очень взвешенно, очень обдуманно. С моральной точки зрения, чтобы не попасться вот в такой ситуации, когда он вступает все-таки в сделку со своей совестью и не в свою пользу, не в пользу своей бессмертной душе.
Но обычно это люди очень обаятельные, интересные. Это люди, которые могут многого в жизни добиваться. И именно посредством того, что они умеют находить правильные связи, умеют находить подходы к людям. Чаще всего это люди талантливые достаточно. Еще какой человек? Еще давайте посмотрим. Этому человеку присуще во многом, как и мышление, с такими женскими энергиями, да, так и вообще в чертах его характера присутствует женская энергетика. То есть в чем-то где-то он может, допустим, в вопросах эмоций или в вопросах принятия решения больше проявлять женские энергии, чем мужские. Вы знаете, что на самом деле это неплохо, потому что такие люди обычно более гибкие. То есть здесь не четко мужской такой тип мышления, а он может входить в положение женщины, хорошо женщин понимает. И даже в вопросах принятия неких решений или же анализа ситуации, эмоционального анализа или здравого анализа, мужчина может, я сейчас скажу такую фразу, но это так и есть, влазить в шкуру женщины. То есть он может посмотреть на ситуацию со стороны женщины. И это за счет того, что на его формирование личностное, вероятнее всего, оказывала большое влияние некая женщина. Или мама, или бабушка, или тетя, или некая, может быть, воспитатель, если он воспитывался в детском доме, допустим, все же в жизни бывает. Вот. В общем, вот так. Или же еще, знаете, как здесь идет? Очень мощная поддержка женской стороны его рода, ушедших родственников. Кармическая поддержка, карма рода сильная очень. Именно по женской линии такие вот энергии, как будто его ушедшие предки женского пола являются его ангелами-хранителями сейчас. Для многих из ваших мужчин здесь ситуация такова, что он находится между двумя женщинами, как между двух огней. Смотрите, смотрите. Туз мечей и две женщины. Королева кубков и королева мечей. Для очень многих из вас так, что есть треугольник. Причем треугольник может быть таким, что это его другая женщина какая-то может быть. Или же это может быть его мать. Королева мечей запросто может выходить матерью. Неважно, но мужчина может быть сейчас между двух женщин. Как между двух огней. И это актуально для очень многих из вас. Так, ну что, отношение к вам, давайте посмотрим. Страстное отношение, яркое отношение, где-то в чем-то незрелое и, возможно, вам кажется поверхностное, как будто он не берет ответственность за отношения. Он вышел вроде как королем сначала жезлом, на самом деле здесь пажики посыпались. Дурак, два пажика. Этот мужчина романтично в вас влюблен. Есть такие вот моментики. Ему с вами хорошо, ему с вами легко, он с вами чувствует себя молодым, полным сил. В то же время у него несколько поверхностное отношение к вам. Вы не чувствуете по-настоящему серьезного мужского ответственного отношения. Здесь вот так, к сожалению, но так, не хватает ответственности, не хватает чего-то очень важного у этого мужчины в отношениях к вам. Причем он в отношении к вам. Причем он считает, что все хорошо. Все прекрасно, его все устраивает. Это вас может не устраивать. Такая его позиция. Что вам нужно знать об этом мужчине прямо сейчас? Вам нужно знать о нем то, что для него сексуальный аспект жизни стоит на первом месте. Здесь мужчина вообще довольно такой активный, и он любит добиваться своего. И если он хочет женщину, он обязательно добьется этой женщины. И на первом месте здесь идут, конечно же, сексуальная энергия. То есть любовь, эмоции, все это замечательно, все это прекрасно, но это не то, что этого мужчину двигает вообще по жизни. Страсть. Страсть и очень яркие сексуальные энергии – это то, что мужчине просто необходимо как воздух. Вот это вам нужно о нем понимать, что эта сфера жизни для него будет на первом месте всегда. Будь ему 20 лет, может быть ему 40 лет, 60, да даже и 80. Все равно на первом месте будет это. И женщина, которая может по-настоящему его заинтересовать, вызвать его яркий интерес, в первую очередь это женщина, которая вызывает у него интерес вот такого порядка. Захотел женщину, дальше уже может он тогда думать о том, чтобы, возможно, что-то к ней
с ней что-то иметь еще кроме этого, возможно, и в эмоциональную связь вступить. Но здесь вот ситуация такая. Вообще человек достаточно активный, если чего-то он захочет, он может добиться, он может взять себя в руки, может ставить цели, может разрабатывать планы, может действовать, а может даже и без плана, просто по наитию, как вот дубиной такой мощной, пробивать себе все двери. То есть было бы желание, если есть большое желание, ему все подвластно. Еще что вам нужно знать об этом мужчине прямо сейчас? Вам нужно знать о нем, что ему нравятся женщины под стать вот этому аркану. То есть вышла королева жезлов. Ему нравятся женщины яркие, самостоятельные, подчеркнуто сексуальные, ухоженные. Но не зря я сказала самостоятельные и амбициозные женщины, которые социально реализуется, даже если не полностью реализована, да, то она, по крайней мере, старается, она хочет, она имеет желание социально реализоваться, вряд ли, даже если он вам говорит, вы его жена, и он говорит, сиди дома, занимайся детьми, домашним хозяйством, он может это говорить в теории, но на практике его будут привлекать женщины все-таки другого порядка, не которые сидят дома и занимаются домашним хозяйством, хотя это тоже замечательно, прекрасно, я считаю, это как одна из замечательных, великолепнейших профессий женских, но все же он будет обращать свое яркое внимание, активное, страстное, на женщин, которые из себя что-то представляют в плане социальной реализации. То есть ему нравятся такие женщины, амбициозные, развивающиеся, желающие что-то достигать определенных успехов в жизни. И такие женщины цепляют его больше всего. Еще, что вам нужно знать о нем? Ему нужна любовь, он хочет эмоций, он хочет любить и быть любимым. Да, мы уже увидели, что как движущая сила им в жизни это страсть и это желание определенного порядка, но в то же время, после того, как возникает страсть и появляется в его жизни такая женщина, которая эту страсть в нем вызывает, дальше этот мужчина вполне способен перейти на уровень эмоций и реально полюбить, и очень хочет, чтобы любили его. Еще этот мужчина, кроме любви, между прочим, если вас это удивит, хотел бы, чтобы была семья, чтобы была стабильность, но ему хочется, в теории, по крайней мере, как выходит на практике, это большой вопрос, конечно, ему хочется, чтобы эта семья была у него как раз вот с такой женщиной. С той самой, по сути, идеальной для него женщиной. Идеала, конечно, не существует, но он, возможно, даже и сам не осознает, что такое идеальная для него женщина, но мы уже с вами увидели это, нам четко это показали. Так что мужчина очень нуждается в любви, в эмоциях, хочет любить и хочет быть любимым. И более того, он способен после того, как момент страсти у него уже произойдет, вспышка к женщине, перейти на другой уровень, он способен, эмоциональный уровень. Еще, что вам нужно знать об этом человеке? Вам нужно знать о том, что он очень силен энергетически. Вам нужно знать о том, что у этого мужчины есть прекрасные способности психологического характера. То есть он был бы замечательным психологом, если бы захотел. Возможно, кто-то из ваших мужчин реально интересуется психологией. Он мог бы очень успешно заниматься эзотерикой, а также всевозможными энергетическими практиками, психологическими практиками. То есть этот человек мог бы оказывать помощь даже людям в различных сферах, в зависимости от того, чем бы он занялся. Допустим, психология, да, мог бы быть замечательным психологом. Адвокат, кстати, он может быть профессионалом в любой сфере, в любой профессии он может добиваться больших успехов. Допустим, адвокат может быть замечательным адвокатом, врач может быть великолепным врачом. Здесь человек, у которого есть амбиции добиваться успеха, добился или нет, тоже другой вопрос. Не у всех всегда все в жизни получается. Если у вашего мужчины получилось добиться определенного успеха в профессии, замечательно. Если нет, значит, у него все равно в планах это есть. Потому что есть амбиция, человек амбициозный. И на самом деле, если он захочет, он может добиваться. Самое важное для него, чтобы это было его дело, чтобы оно его по-настоящему цепляло. Да. Здесь такой человек, который при определенных обстоятельствах может обращаться за помощью к специалисту. Сам может пойти к тому же психологу. Вы можете об этом не знать, а он может взять и пойти к психологу. Кто знает, возможно, кто-то из ваших мужчин и к тарологу может зайти попросить личный расклад, совета какого-то. Ну, в общем, человек очень интересный в этом плане, многогранный. Еще что вам нужно знать о нем? Что вам нужно знать о нем?
Слушайте, ну столько ярких, интересных энергий выходит. Здесь мужчина не может стоять на месте. Особенно, когда мы чего-то добились, и так вот ощутить себя на этом троне, на небесах, вы парите где-то высоко, исполнены ваши мечты, вы балдеете, да, это нормально абсолютно, побыть в зоне комфорта. Или же человек женился, дом полная чаша, дети, в принципе, все хорошо, но со временем ему может стать скучно, потому что этот человек, он постоянно хочет чего-то нового. Вам об этом нужно знать. То есть это человек, ищущий приключений себе на пятую точку. Даже если вам кажется, что он лежит у вас на диване и ничего ему не нужно, плюет в потолок каждый вечер. Он может плевать в потолок, но в то же время о чем-то мечтать, и, может быть, где-то какие-то искать, я не знаю, пути для того, чтобы пойти в новое приключение. То есть человеку постоянно нужна смена декораций. Ему нужна смена впечатлений. Такому человеку нужно путешествовать, такому человеку нужно получать новые эмоции, у него постоянная жажда чего-то нового. Вот вам об этом нужно знать и понимать, что это человек такой. В зоне комфорта своей ему долго оставаться нельзя. С одной стороны, конечно, да, здорово получить кайф от зоны комфорта, но ему нужно двигаться вперед, иначе здесь человек заскучает. А если он заскучает, то и, соответственно, ничего хорошего в этом нет. Еще, что вам нужно знать об этом человеке? Очень противоречивым, может быть, несговорчивым. У него у самого внутри очень часто происходит в его душе борьба разных начал. Борьба, возможно, даже света с тьмой. И борьба добра со злом. Борьба между его желаниями и возможностями. Борьба между разумом и абсолютным отсутствием разума, то есть безумием. Здесь у человека идет горячая, мощная борьба разных начал в нем самом. Но и как проявление внешнее это, конечно, может быть. Вот эта борьба, она может проявляться внешне, в его несговорчивом характере, в его упрямстве. Если вы что-то хотите ему доказать, вряд ли вы ему докажете. Кстати, если мужчина достаточно мудрый, очень много таких случаев, когда такие спорщики, упрямцы, они в итоге могут создать вид, что они, видимость, вернее, что они остепенелись. На самом деле это вовсе нет. Это не так. Если он перестал вступать в спор, доказывать свою точку зрения и ее позиционировать прям очень жестко, то значит, этот человек может в споре просто замолкать, уходить в себя, но это не значит, что он со своей точки зрения сошел, то есть, что он ее оставил и принял вашу точку зрения. Здесь вот такой противоречивый человек, очень огненных энергий. Порой эти противоречия ему самому не дают спокойно жить. Но еще один аркан давайте вытащим, посмотрим, что вам необходимо знать об этом человеке прямо сейчас. Может быть, не просто несговорчивым и упрямым, этот человек еще и ревнивый. И ревнивый во многих отношениях. То есть не только может ревновать женщину к мужчине, свою женщину к какому-то другому мужчине. Он может ревновать своих коллег, которые достигают больших успехов, допустим. Я не буду говорить завидовать. Возможно, у кого-то это может быть и зависть, но рыцарь мечей здесь не о зависти, а именно о ревности. И порой, конечно, такая ревность, она может быть замечательным фактором для развития, потому что если ты хочешь быть не хуже, чем другие, то, соответственно, делай, да, этот человек способен это делать. Но порой, конечно же, вот эта его ревность и его конфликтность, она может играть злую шутку с ним. Далеко не всегда это, конечно же, влияет позитивно. То есть это может сбивать его с толку, и это может мешать ему. Мешать. Он, конечно, достаточно мудр, он достаточно дипломатичен, достаточно хитер, этот мужчина, но все-таки такой вот внутренний вулкан, он периодически может вырываться наружу, и этому мужчине не приносить пользу. И давайте я спрошу с точки зрения высших сил, с точки зрения карт Таро, какая самая лучшая тактика поведения ваша с этим мужчиной? Я бы так сказала, спокойствие, только спокойствие. Когда вы что-то хотите ему сказать, особенно резкое, или слишком нежное, или там душу нараспашку прям свою открыть ему, подумайте 10 раз. Вот здесь точно будет очень хорошо работать принцип 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. С этим мужчиной это очень важно. Если он вас вызывает на эмоции, старайтесь эти эмоции сдержать и не отвечать ему на эмоциях. Если вы сами, без его даже участия особо, но вам прям хочется что-то сделать эмоциональное на эмоциях, да, в отношении этого мужчины, тоже постарайтесь сдержать
задержаться, охладиться, остыть и только потом действовать. Любой шаг с этим мужчиной, особенно важный с вашей стороны, вам необходимо тщательно обдумать. И лучше не спешить вообще ни с чем. Как со словами, так и с действиями. Вот как заключительная фраза этого расклада будет: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Это будет очень-очень правильно. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам за лайк, за теплый комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех вас нежно люблю, целую, обнимаю. Желаю всем счастья, любви, света, гармонии, добра, вдохновения и, конечно же, защиты, покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные. До следующего расклада.